Около 4,5 миллиардов лет назад в истории Земли произошло событие, которое определило ее дальнейшую эволюцию. Она столкнулась с другой крупной протопланетой – Теей. Это столкновение привело к формированию Луны. Но могло ли такое событие реально произойти в истории нашей планеты? Предлагаю сейчас в этом разобраться. Смотрите, тут стоит отметить то, что Тея – это гипотетическая планета. То есть она могла существовать, но это ничем не подтверждается. В всяком случае, столкновение с такой планетой, которая была, кстати, размером с Марс, это одна из теорий, объясняющих то, почему появилась Луна. Также не надо забывать то, что это произошло очень и очень давно. По астрономическим меркам недавно, поскольку нашей Вселенной около 14 миллиардов лет. Но вот планета Тея врезалась около 4,5 миллиардов лет назад. Во всяком случае, тогда Земля была совсем другой. Не такой зеленой и голубой, как мы ее видим сейчас. Наоборот, это был настоящий ад. Температура почти 3000 градусов. Везде вулканы, лава. А чего-то живого не было и подавно. Кстати, интересный факт. Когда Тея только врезалась в Землю, то в космос поднялось огромное количество горных пород. И из них у Земли появились самые настоящие кольца. Такие же кольца, как и у Сатурна, или Юпитера, или Урана сейчас. И именно из этих колец появилось то, что мы видим сейчас каждый день, каждую ночь на небе – Луна. Именно вот это вот красное месиво из обломков – это и есть та самая белая Луна сейчас, которой так боятся разные сторонники теории заговора в полнолуние. Сейчас Луна – это самый мощный натуральный фонарь ночью. Именно тогда, спустя несколько сотен миллионов лет, поверхность планеты начала остывать. И на ней можно было хотя бы стоять, ну если бы, конечно, тогда существовал человек и жизнь на планете. Но все равно, в то время, кроме черных гор, движущихся плит и вулканов, на планете практически ничего не было. Также есть теория о том, что Луна – это по сути захваченная Землей планета, которая была захвачена силой притяжения Земли и поэтому стала вокруг нее вращаться. Но такая теория очень маловероятна. Но все же у нас нет машины времени, поскольку ученые очень сильно боятся ее изобретать из-за создания неких временных парадоксов. Но если вы досмотрели аж до сюда, то я думаю, вам нравится это видео. И таких видео на канале у нас довольно много, поэтому советую вам подписаться, также поставить лайк на это видео. Нам будет очень приятно. До скорых встреч!